пришло время копать картошку. Вроде как и рано еще, конец августа, но сажали, вернее, в начале мая, в первых числах. После первых туманов в августе фитофтора поела всю ботву. В общем, ботва за 3 дня высохла. Ну и картошка просто лежит в земле, жарища стоит. Смысл? Только личинка жука ее начинает жрать. В общем, после работы начали вот позавчера пару борозен так проверить. Просто как картошка. Вчера сколько тут? 3 борозенки. Ну и просто до выходных полугорода не спеша, если получится, скопать. А потом уже остальное докопаем. Потому что жарища стоит 30 градусов днем. Ничего делать не будешь, а только вечером. Ну и дровничок свой покажу. Что тут под крышей. Рядок кирпича тут осталось проложить. А здесь фронтончик. Ну и дверь. Каркас сварить и дверь поставить с этой стороны. Ну а так вот и сделал такой навес на крыше, чтобы можно было обрезки дрова там сложить. Ну, пока поставил как зря, может что пригодится. Ну, это дурмашина. Ну вот что осталось, какой материал. И опять про изменение копалки. Опустил я ниже вал задний. Он стал более горизонтальный теперь, потому что был на 7 сантиметров выше поднят. И трамплин получался. Ну, я его опустил на 7 сантиметров где-то. Дальше сюда спереди на нож я приварил на всю длину вот трубу с одной и со второй стороны. Стало меньше попадать картошка под колеса, выпадать с-под ножа и меньше попадать под колеса. Так, в принципе, в заводских сделано, ну, похоже. Вот и я решил так сделать. И не особо-то травой набивает. Вот я тогда Алексею говорил, что надо делать. Ну, у меня было раньше наполовину ножа. И кто помнит старое видео, много картошки попадало под колеса. Просто выпадало отсюда. Ну, решил я такое дополнение сделать. Так, я даже по видео смотрел. Не особо-то она сейчас и выпадает. Плюс все-таки есть польза от того, что я глушитель переделал. Сейчас трактор едет под нагрузкой на вообще минимальных оборотах двигателя. До этого просто он глох. Я не знаю, наверное, не хватало ему выходить выхлопным газом. Или, ну, я не знаю чего. Сейчас он едет на минимальных оборотах. Но и тут уже упала скорость транспортера. Раньше как бы до сюда добрасывала картошку, а сейчас, ну, в принципе, протряхивает, как бы меня устраивает. Что еще плюс? Вот после того, как в прошлом году наварил по 3 прута, тут уменьшил расстояние и под низом, ну, после того, как проехал, вот я второй раз проезжал, в основном только меленькая картошечка остается там редко. В общем, она неплохо поднимает из земли картошку. Может, не совсем там и протряхивает, но поднимает. Может быть, к следующему году тут место все-таки позволяет, установлю подтряхивателя. Ну, думаю, лишним не будет. Так-то она картошку не бьет, все нормально. Что мы тут оставили место
в дровнике для картошки. Здесь дрова сложили. И что не все, правда. Ну, картошки в этом году, думаю, немного поместится. Так, вот это сорт Королева Анна. Где густо, где пусто, где его по размеру. Ну, есть большая, где гнилая попадается. Вот он, другой сорт, я не знаю. Скорее всего, скарб. Он и похож на Королеву Анну. Не знаю точно. Ну, мы его несколько лет сажаем. Я не знаю, 5, наверное. Он мне нравится. Я не знаю, жена решила поменять сорт.
От добра добра не ищут, я так скажу. А вот тут, где мало картошки, тут лежала куча навоза. Большая. Вообще навоза запиздовали мы в этом году много. Около 10 тонн на 6 соток. Ну а лето было то дожди 2,5 недели, то потом жара месяц. В общем, по этому сорту я вообще доволен. Нормально. Есть мелкая, крупная. В общем, в 2 раза лучше, чем Королева Анна. А главное, гнилая не попадается. И еще, вот я хочу показать, что не очень-то много ее и поел майский жук личинка. В принципе, если остальная такая будет, то будет еще the best. Ну вот, 3-й вечер. Осталось нам вместе с этой 22 борозенышки. Они не длинные, это так на видео кажется, что длинная. Тут всего 6 соток. Так, что мне Вячеслав писал, агрогорец, что не протрясает, ну, комья остаются. Да, не остаются, потому что, ну, со всей силы я давлю. Уже земля начала пересыхать. И вот, ну, со всей силы. Но хотя еще не, ну, нормально, что не полностью они засохли, потому что иногда бывает такое, что вообще не разобьешь их. Ну, это все Королева Анна. Осталось 3 борозенки. Ну, а 2-й сорт Скарб, вроде бы, если не ошибаюсь. Ну, потом покажу. Вчера еще вечером по 2-му разу я проехал. Копалкой перетрес. Ну, во-первых, чтобы земля мягче была. Ну и попробовал поднять, что поднимается. Вот такая мелочь. Поднимается. Побитая. И даже вот, где гнилая, повыбрасывали просто. За 3 вечера скопали с женой
даже больше, чем получастка. Осталось тут последний рывок. А хотелось по трактору сказать. Ну, вентилятор я показывал электрический. То, что поставил вентилятор дополнительно, вот я показывал в одном из видео, там предыдущем. Переделал я вот с расширителя патрубок. У меня самый первый раз, когда я делал, он выходил сюда на тройник. Потом переделал я, он выходил сюда вверх радиатора. Потом я посмотрел в Газели, что либо должен на нижний патрубок идти, на вход водяного насоса, либо на большой круг. Вот, скорее всего, из-за этого-то и выгоняло воду при температуре 80 градусов. Потому что трактор-то он 80-85 и раньше нагревался. Но начинало выгонять воду. Или даже до 70 нагреется, глушишь и начинало выбрасывать в расширитель воду. Сейчас эта проблема ушла. Ну, я пробку сильно не зажимаю. Так она приоткрыта. Ну, вода на месте, и не приходится каждый раз после каждой борозды проливать радиатор водой. В общем, изменения как бы на пользу пошли. И учитывая то, что вот сейчас 8 час вечера и температура плюс 20 где-то, а начинали мы копать, была температура 29 градусов тепла. Ну, даже это учитывая, трактор не греется. Это уже меня охеренно радует, в общем. Ну, облюбовало место. Что еще скажу, у нас же сажали там и под плуг, и поэтому приходится, картошка глубоко сидит, поэтому глубже я здесь настроил копалку на большую глубину. Ну и скорость, бляха, так просто и не разломаешь, поэтому приходится газку подкидывать, ну и соответственно скорость больше в тракторе. Ну и я думаю, фигня это вообще, все равно вся картошка наверху. Фигня это, комья эти.
В общем, через одну борозну я прогнал. Тут специально оставил в бороздах траву. Как она поедет? Ну вот сколько, 2 раза подзабивала нож. Ну, можно было проехать, но решил все-таки подчистить. Как бы, блин, ну нормально, пойдет. Дальше, что я хочу показать. Вот я без обрезки снимал. Температура 80 градусов. В общем, а жара сейчас стоит тоже где-то 29. Духотища. Ну вот потихоньку начинает падать жара, и поэтому уже можно потихоньку копать картошку. Ну а этот момент чисто на память. Блин, если бы комки эти... Ну, комки что-то с ними сделаешь, если руками, блин, не разламываются. Еще бы чуть-чуть и вообще пересохло. Хер бы выкопал. Так, вот это королева Анна. 4,5 ведра посадили. 4 мешка накопали. Вот это скарб. Мешок. И, в принципе, по урожаю он такой, как и в прошлом году. Так что по этому году еще все хорошо с урожаем. Ну и вот такое видео. Осталось прокультивировать огород, посеять редьку на зиму или горчицу. Всем огромное спасибо за просмотры. Пишите свое мнение в комментариях. Всем крепкого здоровья, мирного неба, удачи и до новых встреч.